Самый вкусный ужин, который готовится меньше, чем за 30 минут. Эта паста с креветками вызывает зависимость. Честно предупреждаю, ваша семья полюбит ее так сильно, что будут просить готовить снова и снова. Ставим разогреваться сковородку с оливковым маслом и растопим кусочек сливочного масла. На горячую сковородку выкладываем креветки. Креветки выкладываем в один слой, чтобы они жарились, а не тушились. Если оставить их хвостики, будет выглядеть блюдо красиво при подаче, но это по желанию. Приправляем солью и черным перцем по вкусу и готовим креветки 3-4 минуты с одной стороны на среднем огне. Когда креветки станут чуть розовыми, переворачиваем и готовим с другой стороны также 3-4 минутки. Приправим другую сторону солью и черным перцем. А чем вы любите приправлять креветки? Паприкой, чесноком или просто солью и перцем? Поделитесь в комментариях. Посмотрите, цвет очень аппетитный, креветки уже готовы, они жарятся очень быстро. Перекладываем готовые креветки на тарелочку и отставим в сторону, пусть отдохнут. Тем временем раздавим 3 зубчика чеснока плоской стороной лезвия ножа. И теперь хорошо измельчаем чеснок. Аромат стоит уже просто потрясающий. Вкусно пахнут креветки. Сейчас добавим чесночок. В сковородку, там где жарились креветки, я добавляю кусочек сливочного масла и отправляю чеснок. Обжариваю 30 секунд, не больше, до появления аромата. Сделайте средний огонь, чтобы чеснок не подгорел. И нарезаем небольшой пучок любой зелени. Я использую петрушку. Вместо петрушки вы можете взять базилик, а может быть вы захотите добавить укроп или шнит-лук. Измельчили петрушку. Примерно половину петрушки добавляем в сковородку к чесноку. Обжариваем еще 30 секунд. Сочетание чеснока и петрушки, жареные на оливковом и сливочном масле, это просто божественно. Теперь в эту же сковородку выкладываем сухую пасту. Да-да, именно сухую. Предварительно отваривать не будем, наша паста будет прямо вариться в этом соусе. И заливаем пасту бульоном. Сюда же вливаю жирные сливки. Сделайте средний огонь, доведите пасту до кипения и готовьте до состояния аль денте, где-то 7-8 минут. Периодически помешивайте, чтобы не переварить пасту, она готовится достаточно быстро. За 2 минутки до готовности пасты натираем пармезан. Он придаст очень приятную ореховую и такую солоноватую нотку. Хорошо смешиваем пасту с пармезаном, соус станет еще более кремовым, однородным, густым и очень вкусным. И возвращаем креветки, выкладываем их сверху на нашу пасту. Для этого рецепта вы можете взять любую пасту, длинную или короткую, фетучини, паппарделле, а может быть пенне, то, что вы любите. Друзья, если вам нравится этот рецепт, не забудьте поделиться им с вашими друзьями. И не забудьте подписаться, я буду чаще радовать вас такими быстрыми, вкусными домашними ужинами. Сверху натираю еще немного пармезана. Выглядит, на мой взгляд, просто потрясающе. Посыпаем свежей зеленью петрушки в самом конце. И все уже готово, можно подавать. Моя семья уже просто не может дождаться, когда они смогут продегустировать это великолепное блюдо, которое мы с вами легко приготовили дома, но оно действительно ресторанного уровня. В кафе вам приготовят такую пасту задорого. Приготовить такой ужин дома получится гораздо дешевле, но не менее вкусно, поверьте, а лучше проверьте. Посмотрите, какой вкусный сливочный густой соус обволакивает каждую креветку, каждую ленточку пасты. Это невероятно вкусно, нежно, сливочно. Обязательно приготовьте. А я буду ждать вас в моем новом вкусном рецепте. С вами была Олеся на канале Готовим дома.